Здравствуйте! Вы находитесь на канале Очень вкусно с Натали. И сегодня мы будем готовить очень вкусные отбивные, супер отбивные, которые получатся, если вы добавите. А вот что вы добавите, вы увидите в нашем видео. Итак, начинаем. Итак, начинаем. Для того, чтобы приготовить вкусные отбивные, я, как всегда, вам расскажу несколько секретов. И у вас все получится вместе с нами. Значит, берем для начала хороший кусочек мяса. Это свининка. И вот здесь вот в этом кусочке секретик такой. Для того, чтобы вам хорошо разрезать ровненько, вот эту часть ровно разрезать, и чтобы кусочки одинаковые получались. Прежде чем резать, заморозьте немножко, приморозьте этот кусочек, и тогда у вас каждая порция получится одинаковой ширины, потому что когда сильно мягкое мясо, тяжело нарезать будет. Значит, для начала я вам расскажу, какие необходимые ингредиенты нам, чтобы приготовить отбивной. Значит, у нас тут стоит перец черный, наш любимый, тот, что мы всегда используем. Перчик молотый красный. Мука нам будет необходима. Соль обязательно. Дальше чесночок домашний, можно купить его, не домашний. Яйцо 2 штучки. Ну, здесь из терочка, ножик, как обычно мы используем. И для чеснока чеснокодавка. Ну и, конечно же, какие же отбивные, если у нас нету молоточка. Мы все приготовили. И так начинаем. Берем кусочек мяса. И вот смотрите, на этом кусочке у нас есть плева. Вот ее здесь очень хорошо видно. Она такая, как перламутровая. Вы ее не трогайте, не обрезайте. Это один еще секрет. Многие начинают срезать. Не надо это делать. Берете кусочек мяса и начинаете резать его. Ну, не сильно широко и не сильно. Вот что происходит в данный момент. Смотрите, я разрезала. И видите, этот кусочек, он держится на вот этой плеве. Вот. Это очень хорошо. Почему? Потому что вам сейчас легко будет, вот так ножиком берете и аккуратненько, видите, оно как слазит. Вот, а плева остается, а мясо кусочек вот он в стороночке. Откладываем. И очень удобно. И в конце уже мы ее просто вот так вот отрезаем. Но нам уже будет не нужно. Итак, посмотрите, какие у нас хорошие получились кусочки. Вот эти вот лишние мы убираем, если где-то зачищаем. Маленькие кусочки. Смотрим внимательно, чтобы нам ничего не мешало. Очень кусочки такие ровненькие получились. Мясо хорошее. Как? Еще один секрет. Как определить по мясу, что оно будет вкусное, когда вы из него что-то приготовите? Во-первых, мясо должно иметь цвет. Видите, какой здоровый цвет. Розовенький, не кроваво-красное. Раз. Во-вторых, ни в коем случае нельзя, вот когда вы видите, продается мясо, и оно мокрое, вот с него как стекает жидкость, аж видно под низом вот здесь вот. Это говорит о том, что мясо замачивали. Вы когда будете готовить из него, оно начнет выпускать этот сок, и вы испортите себе. Значит, берите, чтобы оно было сухое. И при надавливании, когда вы надавливаете на кусочек, вот смотрите, видите, какое оно упругое, оно возвращается, пальчиком надавливаешь, ни дырка не образуется, ничего, оно назад возвращается тут же. Вот как все равно, что вы себе, вот когда на ручку надавливаете, вот точно так же здесь
Все, отбивнушки мы порезали. Сейчас мы будем их подготавливать для того, чтобы отбить. Раскладываем на расстоянии друг от друга, так, чтобы вот здесь вот было 2 пальчика. Точно так же здесь. И вот еще один секретик. Как обычно, я акцентирую внимание. Почему? Потому что эти все секреты, это не просто секреты, это важная, очень важная информация. Почему у многих не получается вкусно? Потому что люди не обращают внимания на это. Это из опыта не только моего, а моих близких людей. Значит, смотрите, что вы делаете. Есть такая пленочка, можно обычный кулечек. Вы эту пленочку берете, отрезаете. Значит, для чего она, эта пленочка, нужна? Я так делаю очень давно. Еще когда не было таких пленок, я ложила кулек. Я сейчас смотрю, что в ресторанах применяют эту технологию. Я ее сама придумала когда-то в свое время. И вижу, что сейчас это ноу-хау. И теперь каждую отбивную мы сначала отбиваем тупым концом. Вот каждую отбивнушечку отбиваем тупым концом. Итак, смотрите, я сильно переворачиваем, накрываем еще разочек пленочкой. И так же самая процедура. Вот у нас эта отбивнушечка, она получилась кругленькая. Итак, посмотрите, мы сделали отбивные, они увеличились, сделались шире. Видите, стали... Я не люблю, когда очень тонко отбивная. Для себя любимой и для своих любимых людей надо делать вкусно, поэтому мы сделали не сильно широко. Еще один секрет. Бывают отбивные мясо. Не часть отбивная, которая свиная отбивная именно, а бывает яблочко. То есть яблочко это задняя часть. И мясо жестковато. Вы когда отбиваете, вы чувствуете, что у вас не очень получается. Что надо делать? Берете обычный нож, большой желательно, такой как у меня, и делаете вот так. Видите, что происходит? Мясо практически разрезается волокна. Но вы этого не бойтесь, это еще один секрет. Вы когда будете жарить эти отбивные, вы не представляете, насколько мясо, вот, оно будет сочное, мягенькое. Вот так вот прямо берете, не бойтесь, не сильно, не со всего размаха. Вот так вот прошлись по отбивнушечкам. Так, отбивные готовы. Для того, чтобы их теперь мы могли обработать специями. Что мы делаем? Значит, у нас есть перчик черный. Берем, посыпаем перчиком. Запах пошел. Перчик. От него сразу наполняется приятными запахами. Если где-то лишнее, вот как у меня только что получилось, я обычно так делаю. Промокаю, чтобы оно перешло на другую отбивнушечку. Это не страшно. Так. Вот мы их вот так вот с разных сторон. Видите, как распределили, чтобы со всех сторон. Так. Так, значит, берем соль, конечно же, безусловно. Нам надо посолить. Буквально щепотка соли вам достаточно. Много сильно не пересаливайте. Опять-таки с двух сторон. Солим. Мяско нежно. Тут видите, перчика немножко. Сейчас мы вот так вот. Вот, немножко просолилось. Где-то больше, где-то меньше перчика попало. Это не страшно. Оно будет вкусно. В любом случае у вас все получится. Так, вот это красный перец. С ним надо быть очень осторожным. То есть я желательно взять ложечку и руками это делать. И буквально, если только детки маленькие, не надо перец красный. Если вы для взрослых, буквально чуть-чуточку, чуть-чуточку. И вот так пальчиками размажьте. Вот. Для чего этот перец красный? Во-первых, он дает привкус очень приятный. Мясо более нежное. Свинина очень любит красный перец.
Еще один секрет запомните, раз и навсегда. Чем жирнее мясо, тем можно больше добавлять красного перца. В жиру этот перец, вы не будете его чувствовать. Дальше. Мы еще один секрет, следующий. Мы берем чесночок, берем чеснокодавку. И что мы делаем? Мы продавливаем чеснок, но продавливаем, смотрите, видите, я его не до конца выдавливаю, вот он остается. И что я делаю? Я надеюсь, что видно все. Я беру, и вот видите, как дальше ушел этот чесночок. Вот еще один секретик. Секретик и секрет. И что происходит? Вы смазываете вроде бы как и кусочком немного, и выделяется сок. Когда вы начнете жарить эту отбивную, очень будет вкусно. Подписывайтесь на мой канал, вы всегда будете вкусно готовить. У вас любое блюдо будут ваши друзья, близкие, родные говорить, что вы готовите лучше всех. Так, еще один секретик. Видите, вот я чуть прижала и промазала. Так, теперь мы продолжаем. Теперь дальше продолжаем. Наши вкуснейшие отбивнушечки мы будем макать. Значит, вот делайте, как я вам скажу, и у вас очень получится вкусно, но только делайте именно так, как я говорю. Значит, в одну мисочку мы берем яйцо, обратно задней частью ножа, задней частью мы разбиваем. Берем 2 яйца. Можно одно, можно 2, ну мы возьмем 2. Добавляем туда щепотку соли, немножко. Можно добавить чуть-чуть черного перчика, немножечко. И вилочкой берем вилочку. И смотрите, что мы делаем. Легонечко это яйцо, мы его не взбиваем, мы его перемешиваем, для того, чтобы оно перемешалось с солью, было однородное. Яйцо состоит из желтка и белка, оно должно перемешаться. Так, все есть. Так, посолили, поперчили, отставили в сторонку. Теперь в другую тарелочку мы насыпаем муки. И муки мы насыпаем так, вот посмотрите, чтобы ее было тут немало. Не на донышко, а именно, видите, как лучше, пусть лишнее будет. Дальше, следующий секретик. Секрет. Берем кусочек отбивнушечки нашей прекрасной и макаем первое яйцо. Видите, как берете яйцо, первое идет яйцо. Не слушайте никого, если вам говорят, что первое не яйцо. Вот тут сделайте, как я вам рассказываю. Вот оно на себя, вот эти все дырочки зашло. Зашло яйцо. И следом мы окунаем в муку. И в муку для того, чтобы... Я делаю так, я беру вилочку, чтобы руки не мазать. Видите, вот так просто обсыпаю ее, как засыпаю сверху. И теперь, вот оно. Теперь я, когда буду его ложить в сковородку, видите, мне оно чистенькое, и оно вберет в себя столько муки, сколько ему надо. Вот уже один кусочек готов. Следующий кусочек мы окунаем в яйцо, и пусть оно тут лежит пока. Пусть набирается, в себя вбирает все ингредиенты. Итак, мы продолжаем. Теперь у нас мы взяли нашу любимую сковородочку, бабушкину, которая уже много-много лет служит. Чугунная, обычная, самая простая сковорода. Вы можете взять ту, которую вы любите больше всего. Она у нас нагревается. Еще очень люблю я жарить все на масле, купленном с рынка. Но приобретает в изделии в наших прекрасных наших отбивных еще один секрет. Может, многие его знают, но может быть для некоторых это будет и секрет. Это масло, которое оно совсем по-другому получается, в нем вкуснее все приготовленные продукты. Так, сковородочка нагрелась. Как же определить, что она нагрелась? Значит, когда она нагрелась,
вы увидите такой своеобразный порочек идет сверху. Вот, и масло, оно уже становится, вот вы, ну, заметно будет сразу, я думаю, что вы разберетесь, что маслица уже нагрелась. Есть еще один вариант, деревянной ложечкой, палочкой ложите, идут бульбочки, и видно, ну, я так не делаю, разогревается масло, оно уже готово, и на холодную сковородку, на холодное масло не ложите отбивные. Огонь у нас идет выше среднего, сковородка нагрелась. Итак, мы начинаем. Берем нашу прекрасную отбивную, которую уже мы окунули в яйцо, а теперь в муку. И мы ее аккуратненько, видите, ложим на сковородочку. Следующая отбивнушечка. Мы ее вытаскиваем, ложим в муку. Помните, так как я вас учила, присыпаете сверху вот так вилочкой, чтобы руки были чистенькие. Это тоже немаловажно. Делается все быстро. Струсили немножечко. И вторая отбивнушечка пошла. Вот уже процесс. Вот бульбочки, видите, вот это оно уже зажаривается. Если у вас есть еще какая-нибудь маленькая отбивнушечка, можете положить, но вот достаточно две. Чуть я увеличу. И ждем, когда зарумянится наша первая отбивнушечки. Так, продолжаем. Как определить, что пора переворачивать? Берем, просто смотрим. Видите, какая она золотистая. Как я люблю говорить, слюнки уже текут. Вот мы берем, переворачиваем. И посмотрите, какая корочка образовалась. Вот. Вот это та корочка, которая нам нужна. Не просто корочка, это вкуснейшая корочка. И ждем теперь, когда оно с другой стороны точно так же поджарится. Итак, смотрите, значит, что надо сделать обязательно. Еще один секретик. Значит, когда жарится, что бы то ни было у вас на сковородке, у вас есть две зоны. Одна зона находится под отбивной, другая рядом. Значит, вот здесь вот температура намного выше, чем в том месте, где отбивная. Значит, что мы, для чего? Вы берете и переворачиваете, видите, как я делаю? Я меняю местами, для того, чтобы поджаривалась лучше, и сковородка там более нагретая. Мясо это очень любит. Смотрим. Видите, как красиво. Вот эта хрустящая корочка уже образовалась. И обязательно надо вот эти зоны, которые вот тут вот нагрелась, вы в эту сторону взяли и подвинули. Мясо любит быстро, чтобы жарилось. Чем быстрее пожарится верхняя часть, тем нежнее будет серединочка. Вот еще один секрет. Значит, что мы делаем дальше? Когда отбивная у нас уже в таком золотистом цвете, мы берем крышечку, накрываем, берем водички буквально, вот посмотрите сколько, видите, вот у меня в ладошке, вот видите, такое количество. И я что делаю? Раз и накрыли. Что происходит? Чуть-чуть пропаривается. Отбивная будет очень сочная. Вот так вот взяли сковородочкой туда-сюда, чтобы этот пар обдалось все. И теперь что происходит? Вы когда поднимете крышечку, там практически пара не будет. Он весь мясо его в себе втянет. Вот если немножечко осталось еще водички, так как вот сейчас, не страшно, это все в порядке. Посмотрите, какой цвет, как она зажарена, равномерно абсолютно пожаренная. Приятного аппетита, мои дорогие. Я очень рада, что я вместе с вами. Итак, мы дальше продолжаем жарить. У нас еще куча отбивных. Ну что, мы уже попробовали отбивнушечки. Как всегда, получилось очень вкусно. Мы вас приглашаем на наш канал. Подписывайтесь, мы будем очень рады. Ну что, мои любимые дорогие, кусочек отбивной мы уже попробовали. Очень вкусно. Не то, что вкусно, а просто вкуснота. Хочу показать вам, какое в разрезе, чтобы вы видели. Вот я разрежу сейчас отбивнушечку. Смотрите, какая она получилась в середине. Видите? Вот все слои
просматривается. В середине сочная, блестит мяско. Ее когда кусаешь, этот сок вытекает во рту, просто блаженство. Посмотрите, отбивнушечка. Розовое мясо, оно не пережаренное. Все секреты мои. Берите себе на вооружение. Я вас люблю, целую. Подписывайтесь на мой канал, и у вас отбивнушечки будут точно такие же вкусные, как у меня, даже лучше. Вот такая отбивнушечка, вкуснятина получилась. Расскажу вам все свои секреты. Очень вкусно с Натали. Самый лучший канал на YouTube. Мы сделаем все для того, чтобы у вас получилось так, как у нас вкусно, еще даже вкуснее. Сегодня мы приготовили супер отбивные. Мы надеемся, что все советы вы запомнили, и ваши отбивные будут самыми вкусными. Мы очень старались для вас. Подписывайтесь на наш канал. Будем готовить вместе. Приятного аппетита! До новых встреч!